डूबदे देखने कानू। Всем привет! Сегодня 19 апреля, и с вами печной мастер Александр Бушуев. Приехали, значит, мы в сад Кедр, в сторону Соколовки, опять же, возле Красного, опять же, наш любимый, кстати, Верхнепышминский район. Приехали на объект, разгрузились, ушло на это у нас порядка 1 часа, настроили станок, Андрюха возит глину, инструмент, в принципе, все готово. Более-менее перебрали пол. По приезду сразу заметил такой нюанс, что сами хозяева, когда возводили беседку, не учли того момента, что трубу-то надо как-то выводить, и поэтому положили вместо прохода трубы стропилу, то есть нам ее придется вырезать. Ну, в принципе, как бы, ну и сама беседка тоже, укосины нужно добавлять, все шатается очень, то есть, чтобы нам вылезти на трубу, придется делать укосины, усиливать конструкцию, чтобы не улететь. Ну что, начинаем кладку. Первый ряд кладем на гидроизоляцию, камушки убираем, смотрим перепад, начинаем с верхней точки кладку. Все как обычно, используем цемент, добавляем в раствор. Наша кладка всегда начинается с углов. Те 2 угла положил, эти 2 тоже. Начинаем уже просто по правилу стрелять, равнять кирпич. Перепад очень большой. Перепад 3 сантиметра в данном случае, очень много. Так, основание мы выложили. Значит, что получилось? Получился перепад в самой беседке. То есть там получается выше на сантим, здесь ниже на 2 сантима. То есть, ну, будет вообще все шоколадно. Когда они выровняют, поднимут этот край беседки, пол поднимется. Здесь просто в дровянике можете заложить плиточкой, и будет вообще шоколад. Мы решили положить дополнительный герой, чтобы сэкономить на растворе, чтобы много в дырки не проваливалось. Ну, смысл. Ну и дополнительная гидроизоляция не помешает. Мало ли здесь будет вода какая-то образовываться, кстати, попадать сюда. Такой момент при организации работ очень важный, то есть необходимо кирпич можно ставить нужно как можно ближе, чтобы тянуться было недалеко. И в то же время он не должен затруднять сковывать действие, то есть можно в процессе увлечься кладкой, присесть и травмироваться, то есть ободраться об кирпич, то есть неоднократно у меня такое было. Поэтому я на своих объектах изначально, когда приходится подсаживаться, это присаживаться, работать на картах, кирпич, значит, стал класть, в общем, от конструкции минимальный размер у меня 75 сантиметров. То есть когда уже не нужно присаживаться, то есть уже работаешь в полный рост, нормально, то есть можно уже ставить там поближе. Дальше я видите запишу. Так. Сейчас кладем уже наш кирпич, полнотелый, нормальный, на раствор, поскольку до барбекюшка добавляют цемент, немножечко там, ну, мастерок, полмастерка там, кто как, насколько себя уверенно чувствует, успевает класть кирпич. То есть кирпич, как всегда, мы шлифанули, помыли с щеточкой. Сейчас 2 рядка и начнем монтировать железо. То есть после того, как мы мешаем раствор, мы все чистим. Раствор не должен быть там на бортиках, на ванне, на ведре, там где-то. Все нужно счищать, все нужно аккуратно собирать в одну кучку, чтобы он менее подвергался обсушке, обветриванию. Желательно вообще, если как бы раствор заведен в нормальную консистенцию, в нужную, то желательно закрывать его от солнца и от ветра. Но от ветра как бы не так важно. Так, ну а теперь я покажу, как нужно производить пропачивание дверок, так скажем, спид-патч. Спиди-патч от Сани. То есть у дверок есть вот такие отверстия. Резкость там есть, да? Ну вот мы видим, да, отверстие. Берем проволоку обожженную.
задача, чтобы сделать так, чтобы как можно было меньше слабины, проволока меньше искривлялась, ну и плотно была обжата. Так, третий ряд монтируем обдувальную дверку. То есть обязательно подкладываем вату каолиновую, либо картон базальтовый, кто там, у кого что есть. Без фанатизма, толстый слой не нужен. Так? Миллиметров 5. Ну, все, усики заводим в вкладку, там не надо ничего их пытаться огибать, там вертикальные швы заводить. Сверху можно зацепиться, но ни для чего. Лучше держать не будет, но и так нормально. Там температуры нету, кирпич расширяться не будет. Вчера с утра было у нас в городе -8. Жуткая картина была, решили не ехать. А позавчера целый день шел дождь. У нас условия не позволяют нам работать в дождь. Вот сегодня приехали, на улице тоже -2, кругом лед. Станок у нас замерз, вода везде замерзла, хоть мы и заносили в сарай, все равно, то есть замерз раствор в земле. Поставили мы колосниковую решеточку, все это делается на вату, кладется решетка, потом вату подадут. Сейчас, значит, я буду пропачивать дверку топочную, ну, проволоку ставить. Напоминаю, что нужно стараться, чтобы проволока не имела никаких там слабин, кривизны, чтобы она была максимально прижата и ровно. Погода, в общем, нелетная, уровни падают. Какой-то прям вообще галисматик. Значит, перекрываем дровяник, уголки я притапливаю, ну, на 2-3 мм желательно их немножко притопить. То есть прям выборку делаю в этих кирпичах. Потом в кирпиче сделаем прорезь и просто перекроем. Уголка видно не будет, все будет классно. Дверку топочную мы поставили, осталось перекрыть. Перекрывать будем клином. Внутри типа футировочки будут боковых стенок. Так, перекрыли мы дверку клинышком, перекрыли мангал, дровяник снизу у нас образовался. Делаем типа футировочки через каолиновую вату. Здесь, поскольку шов толстый, раствор нежелательно использовать, заделал я ватой. Ничего страшного, не бойтесь, можно делать так же. Выпускной канал из топки до газа будет подниматься, значит, стойки и потом соединяться в мангал. Так, сегодня у нас третий день кладки. Сделали мы край столешницы. Сюда, значит, у нас станет плита под казан. Дальше у нас уже сформировано основание, сформировано мангала. Сейчас пойдут стоечки. Во втором и в третьем рядке мы будем делать прорези под закладные. То есть я обычно делаю просто прорези. В них можно заложить арматуру, либо пурток. И на нем уже непосредственно жарить на решетке. Можно на шампурах, то есть они более универсальны, можно на любую глубину раздвигать их, расстояние делать, ширину, да. То есть более универсально. Надо их стенки отодвинул, либо совсем убрал, поставил железный мангал, то есть можно в мангале делать, уже на вкус и цвет товарищей нет. Сейчас я буду класть еще 2 ряда. Здесь начинается арочка. Но я обычно чуть повыше кладу заднюю платочку и потом уже арку делаю. Чтобы проще было горизонта и шапарка не мешала. Не дай бог еще кто-нибудь ее заденет.
повредить, все придется опять перекладывать, времени много уходит. Арку нужно стараться делать за один раз сразу. То есть, ну, я обычно стадию, не знаю, как кто-то может за 2 раза делает. То есть имеется в виду, сегодня поделал, завтра приехал, еще поделал. Я всегда делаю за раз и сверху я сразу закрепляю. Значит, делать я буду нагружало. Нагружало из доски вырезал. Раньше, крайние года 2-3 использовал ППС в качестве кружал. Но на больших пространствах, ну, на протяжении, когда широкие арки, перекрывать большую ширину, в общем, ППС он проседает. То есть фотомарка разрушается. На одном объекте я переделывал фотомарку, то есть я понял, что ППС не годится. На 50 еще, да, небольшую ширину, ну 62, ну, на свой страх и риск, но я не рекомендую. У нас идет арочка, буду собирать, раз соберу. Значит, выставляю кружало, то есть это пятовые кирпичи, арка должна быть по краю их, чтобы она не выступала, чтобы все было культурно, красиво смотрелось. Можно чуть-чуть их повыше поднять. Так, значит, что? Смонтировали мы нашу арочку. Закрыли ее одним рядком уже. Сверху начинаем сужение гнать. 4 сантиметра уступчики. Канал вот можно закрывать. Все выходит. Эту щель можно не заделывать, ничего страшного, чуть кроется выше. Так, еще один ряд и начинаем делать карниз. Вот, полка, 2 выступа. Так, закончили мы нашу барбекюшку. Дождь идет. Еле-еле успели, уложились. Ушло порядка 720 кирпичей. Ну и вниз на 40. Полуторки. Кому понравилось, ставим лайки. До новых встреч. Пока. С вами был личиной мастер Александр Бушуев.